Здравствуйте! Продолжаю серию видео «Популярные советы, которые калечат психику». Принцип серии таков. Берем популярный совет из интернета, часто звучащий как истина, и разбираем его вместе со мной. Говорим о том, почему это звучит привлекательно. Говорим о том, что на самом деле происходит в психике. Иногда говорим о том, что происходит в теле, то есть о физиологии и нервной системе, простыми понятными словами. И в конце обязательно даю лайфхак, как более зрелую опору. И сегодня такой популярный совет, чаще звучащий как истина: выйди из зоны комфорта и стань успешным, счастливым, и другое в том же духе. И каждый раз, когда я слышу эту фразу, мне хочется улыбнуться, потому что хочется ответить: чтобы выйти из зоны комфорта, иногда сначала нужно в нее попасть. И знаете, для некоторых людей это совсем не шутка и не фигура речи. Почему этот совет кажется таким правильным и привлекательным, и таким мотивационным? Потому что в нем действительно есть важная мысль. Если мы никогда не пробуем ничего нового, жизнь постепенно перестает меняться. Мы действительно растем, когда осваиваем что-то незнакомое, неизвестное, и это не всегда легко делать. Когда решаемся, когда делаем первые шаги, и это замечательно. И в этом смысле совет хороший. Но дальше давайте с вами посмотрим шире, как наша с вами психика может его услышать, трактовать, так сказать, и взять за основу для непродуманного, например, действия. Что на самом деле, что, на мой взгляд, здесь упускается? Упускается то, что как будто существует только два состояния. Либо человек развивается, либо он сидит в своей зоне комфорта и как бы и сидит, которая в этой фразе почему-то чаще воспринимается как что-то негативное. Но психика устроена намного сложнее, потому что далеко не все, что находится за пределами зоны комфорта, является нашей зоной роста. Иногда там находится чужая жизнь. И вот здесь, мне кажется, очень важным сделать остановку и подумать вот над чем. Мы почему-то привыкли думать, что комфорт – это почти всегда плохо, что если тебе спокойно, значит ты остановился. Но ведь это совсем не так. Есть комфорт, который действительно превращается в избегание, а есть комфорт, который появляется, когда человек наконец оказался на своем месте. И это совершенно разные вещи. Представьте человека, который не любит большие аудитории и там выступать. И он у нас с вами, давайте в этом примере, совсем не боится людей, а просто у него именно так устроена его нервная система и психика. После, например, в его случае некоторых часов общения или выступления ему действительно необходимо побыть одному. И вот ему говорят: выходи из зоны комфорта, начни выступать, будь публичным, стань лидером. Он, конечно, может это сделать. Практически любой человек способен много сделать и много преодолеть. Но вопрос ведь совсем не в этом. Вопрос, какой ценой. И мне кажется, это один из самых важных вопросов психотерапии. Мы очень часто оцениваем успех по тому, что человек сделал, но гораздо реже спрашиваем, что тебе это стоило. Потому что иногда человек действительно вышел на сцену, но потом 3 дня не может восстановиться. Иногда открыл собственный бизнес, но заработал тяжелое выгорание. Иногда стал руководителем, но полностью потерял ощущение себя. Формально все они вышли из зоны комфорта, эти наши гипотетические люди в примерах, но это еще совсем не означает, что они оказались в зоне своего развития. Что слышит психика, особенно тревожная, когда слышит такую фразу? Она слышит совсем не то, что попробуй что-то новое, она слышит:
ты опять недостаточно нормальный, ты опять недостаточно сильный, взрослый, в общем, недостаточно хороший. Или ты опять недостаточно стараешься. Если тебе трудно, значит, нужно еще сильнее себя заставить. И постепенно развитие начинает превращаться в постоянную такую внутреннюю проверку на собственную ценность. Что происходит глубже? Человек перестает различать интерес и самонасилие. Он делает новое, уже не понимая, что это ему действительно хочется, или ему хочется совсем другого. А он это делает потому, что скорее боится оказаться слабым, боится разочаровать других или боится показаться каким-то не таким, ленивым, неправильным, да, и такие другие. Можно здесь применять прилагательные такому человеку. И действительно наше общество может да, рекламировать такую ценность, как будь амбициозным, да, что это престижно и правильно. И вот в этом всем контексте отдых начинает обесцениваться или недооцениваться, или восприниматься как какое-то поражение. А спокойствие и даже отдых начинает восприниматься как отрицательное что-то, как деградация даже. Есть еще одна вещь, о которой редко говорят. Иногда человеку действительно не нужно сейчас выходить из зоны комфорта. Вполне возможно, его психика сейчас решает совсем другую задачу. Например, он переживает трудный период в жизни, или тяжелую утрату, или длительное выгорание. И в этот момент совет «выйди из зоны комфорта» может звучать примерно так же, как предложение пробежать марафон со сломанной ногой. И марафон вообще-то дело хорошее, но только сначала нужно восстановиться. Что происходит с нервной системой? Рост действительно требует напряжения, но только если после напряжения приходит восстановление. Именно так формируется устойчивость. Если же человек постоянно живет в режиме еще быстрее, сильнее, не останавливайся, нервная система перестает развиваться, она начинает выживать. И вместо устойчивости появляется хроническое напряжение, истощение, раздражительность, трудности с концентрацией внимания, эмоциональное выгорание в итоге. И так постепенно человек въезжает, так сказать, можно, да, в невроз. И приоткрою вам завесу клинического мышления, этот невроз, скорее всего, будет называться неврастения. А там есть свои условия, свои законы развития, разные его стадии. И в этом разговоре, пожалуй, этой информации будет достаточно об этом. Тогда в чем главная ошибка этого совета? Мне кажется, не в самом совете, а в том, что он предполагает, будто развитие выглядит одинаково для всех, будто существует один правильный путь. Но это не так. У каждого человека свои особенности нервной системы, свой темперамент, свои ограничения, свои сильные и слабые стороны и своя цена изменений. То, что будет ростом для одного, для другого может оказаться разрушением. Какую тогда здесь уместно озвучить более зрелую опору? Наверное, не выходи из зоны комфорта постоянно или нет, не выходи из зоны комфорта. Нет, это такое упрощение. А скорее так. Постепенно расширяй пространство своей жизни, не ломая себя, не доказывая свою ценность, не стараясь соответствовать чужому представлению о том, каким должно быть развитие. Потому что настоящее развитие – это не движение любой ценой, это движение, которое сохраняет тебя, сохраняет человека. Мне кажется, проблема редко бывает в самом совете. Важно понять, что слышит ваша психика, когда встречается с ним. И еще важнее не забывать одну простую вещь. Не все, что находится за пределами зоны комфорта, является вашей зоной роста. Иногда там находится чужая жизнь. А иногда самая важная задача
не выйти из зоны комфорта, а наконец понять, признать, назвать, почему именно она стала для вас местом, где можно быть собой. Зрелость– это не способность постоянно преодолевать себя. Зрелость– это способность отличать, где начинается ваш рост, а где чужие ожидания. И, пожалуй, это одно из самых важных мест и важных различий, которым постепенно учит психотерапия. Спасибо, что были со мной, и до встречи в следующем выпуске. До свидания.